Монахини из монастыря начали беременеть. Затем скрытая камера раскрыла нечто шокирующее. Первые лучи солнца мягко освещали монастырь Святой Аурелия, уединенный комплекс, уютно расположившийся среди зеленых холмов. Внутри его древних каменных стен проживало почти 40 монахинь, каждая из которых была предана молитве и служению. На протяжении веков мужчины не переступали порог главных ворот под строгим, но заботливым руководством игуменьи Марты. Жизнь в монастыре была спокойной, упорядоченной и совершенно предсказуемой. Одним ранним утром сестра Элиза, старательная новичка, находящаяся на 2-м году, вбежала в кабинет игуменьи Марты, явно встревоженная. «Матушка!» – прошептала она, с тревогой сжимая в руках четки. «Сестра Тереза заболела этим утром. Она не может перестать рвать». Игуменья Марта кивнула, беспокойство скользнуло по ее изможденному лицу. Болезнь. Болезнь была редким явлением в их тщательно регулируемой рутине. Поэтому она немедленно последовала за Элизой в келью сестры Терезы. Тереза с бледным лицом лежала на своей соломенной постели. Она попыталась заговорить, но ее голос дрожал. Я не понимаю. Это постоянная тошнота и головокружение». Игуменья Марта нежно коснулась лба Терезы, затем посмотрела на Элизу, которая просто пожала плечами в замешательстве. «Мы должны обратиться к врачу в деревне», — решила Марта. Несмотря на изоляцию монастыря и нежелание допускать посторонних, медицинские чрезвычайные ситуации имели первостепенное значение. Но когда доктор Ньютон из деревни прибыл, ситуация приняла странный оборот. После краткого осмотра он отлучил игуменью Марту в сторону. «Матушка, сестра Тереза, беременна». Глаза Марты расширились. «Невозможно!» Почти шипела она, ее голос был низким. Мужчинам строго запрещалось находиться в монастыре, включая новичков. Тереза прожила там 6 месяцев, не подавая никаких признаков неподобающего поведения. «Проверьте снова», — настаивала Марта. Доктор Ньютон спокойным тоном повторил анализы. Результаты не изменились. Тереза, казалось, была так же шокирована и умоляла их поверить, что не имела представления о том, как это произошло. Она настаивала, что не выходила за ворота сада с момента своего приезда. Встревоженная и недоверчивая, игуменья Марта попросила доктора Ньютона не говорить об этом публично. Доктор, уважая монастырь, согласился, но напомнил ей, что он обязан следить за здоровьем Терезы. Вернувшись в свой кабинет, Марта опустилась на свою деревянную стул, крепко сложив руки. Сестра Элиза стояла рядом. Ее широкие глаза отражали молчаливую панику Марты. «Я не знаю, что думать», — прошептала Марта. «Может, Тереза лжет? Или это необъяснимо?» Элиза неуверенно сглотнула. «Матушка, мы должны оставаться спокойными. Может, история сестры Терезы правдива. Возможно, она действительно не знает». Марта только кивнула. Прошла неделя в напряженной путанице. Мысль о том, что одна монахиня могла тайно забеременеть, была достаточно скандальной. Но вскоре пришли еще более тревожные новости. Сестра Агнес недавно начала жаловаться на усталость, также оказалась беременной. Затем сестра Калет заболела теми же загадочными симптомами. К тому моменту уже было 3 беременных монахини. Каждая твердо утверждала, что не имеет понятия о том, как это произошло. Хотя это звучало немыслимо, игуменья Марта начала подозревать в чудесах или чудовищном секрете. Она бродила по коридорам ночами, беспокойная и настороженная, дважды проверяя двери, чтобы убедиться, что мужчины каким-то образом не проникли в монастырь. Но каждая дверь была закрыта, а толстые стены казались неприступными. Однажды днем доктор Ньютон вернулся для планового осмотра Терезы. Марта разрешила ему войти, но настояла на том, чтобы сопроводить его во время осмотра. Ее недоверие росло.
В этот момент сестра Аурелия, другая новичка, упала во дворе. Бросившись на помощь, Марта обнаружила, что Аурелия также беременна. В течение нескольких недель 4 новички, лицо Марты побледнело. Сестра Элиза, как помощница игумени, шепнула: «Что, если они все говорят правду, но что-то другое происходит? Стоит ли нам рассмотреть скрытого виновника?» Ум Марты обдумал эту возможность. Мог кто-то пробираться в монастырь ночью? Яркая мысль начала формироваться. Марта организовала тайный разговор с сестрой Элизой и смотрителем монастыря, братом Уго, одним из немногих мужчин, разрешенных на территории для выполнения работ по обслуживанию, но строго ограниченным дневными часами. «Мы установим скрытые камеры», — сказала Марта, — «в коридорах и углах. Никто другой не должен знать». Брат Уго, озадаченный, но послушный, достал камеры. В течение следующего дня Марта и Элиза тихо разместили их в стратегических местах, рядом со спальными местами новичков, садовыми коридорами и даже в старой часовне. Устройства были крошечными, легко скрываемыми за статуями или деревянными балками. 2 дня спустя, после обычной рутины, Марта и Элиза уединились в небольшом хранилище библиотеки, чтобы просмотреть записи с первой ночи. Часа через 4 они наблюдали, как монахини движутся в обычное время. Полуночная молитва, ранний утренний бдение, ничего подозрительного. Но на втором наборе записей, почти в 2 часа ночи, сестра Аурелия вышла из своей кельи. Она двигалась с необычной осторожностью, осматриваясь, словно удостоверяясь, что за ней никто не следит. Затем она исчезла за гобеленом в конце коридора. Приостановив видео, Марта коснулась экрана. «Этот гобелен скрывает запертую кладовую, не так ли?» Элиза кивнула, подняв брови. Они продолжили смотреть. Через мгновение сестра Тереза вышла. За ней последовала сестра Агнес. Каждая повторила тот же секретный путь за гобеленом. Камера не могла видеть внутрь кладовой, поэтому они переключились на камеру, установленную рядом со старой часовней. Трансляция показала, как боковая дверь кладовой открывается к скрытой лестнице. Лестнице, о существовании которой Марта даже не подозревала. Но то, что действительно потрясло их, оттуда вышли 4 мужчин, ступая в темноту коридора, ведущего к крылу новичков. Элиза ахнула, прикрыв рот рукой. Лицо Марты стало жестким. Морщины гнева и разочарования пересекли его. Эти мужчины, неся небольшие мешки, быстро шли навстречу беременным новицам в коридоре. Угол камеры был частичным, но можно было увидеть, как мужчины обменивались шепотом словами с монахинями. Некоторые разошлись по различным кельям, другие исчезли обратно вниз по лестнице. Это было коротко и молчаливающе, но, несомненно, неудивительно. Новички не были невинными жертвами или частью чудесного события. Они встречались с мужчинами тайно, под покровом ночи. Фрустрация Марты возросла. Обет целомудрия был разрушен, как и доверие и искренность. На следующий день Марта созвала встречу в полночь с сестрой Элизой, доктором Ньютоном, который был заклят в секретности, и беременными новичками. Она показала им запись, их лица побледнели. Тереза, Аурелия, Агнес и другие склонили головы в стыде. Голос Марты дрожал, переплетаясь с гневом и сердечными страданиями. «Вы обманули меня, обманули каждую сестру здесь, вы плюнули на нашу веру, нашу дисциплину!» Новички заикались о попытках объяснения. Аурелия призналась, что все началось с безобидного любопытства. Они обнаружили старую дверь за гобеленом, ведущую к неиспользуемому туннелю. Мужчины были из соседнего аббатства, которое использовало туннель много лет назад для поставок. В течение нескольких месяцев тайные встречи переросли в романтические связи. Сестра Агнес тихо сказала: «Мы знали, что это неправильно, но говорили себе, что любовь может быть благословлена в любой форме». Другая настаивала, что чувствовали себя в замешательстве, но не хотели столкнуться с расправой.
Марта закрыла глаза, сражаясь с вихрем ярости и отчаяния. «Ваша беременность — не преступление. Ваш обман — да», — сказала она. «Вы поставили под угрозу не только ваши души, но и репутацию монастыря. Никто из вас не думал о последствиях. У них не было оправдания». Головы наклонились, слезы текли. Сожаление было очевидным. Несмотря на свой гнев, годы сострадания Марты как игуменьи перевесили. Она сделала глубокий вдох. Мы должны расправиться с последствиями. Каждому ребенку нужен отец, стабильное будущее. Мы не можем прятать их от чужих глаз, как будто они не существуют, и не можем допускать дальнейшие секреты. Она приказала новицам назвать имена мужчин. Они согласились, хотя и неохотно определив небольшую группу мужчин из соседнего аббатства. На это Марта проявила необыкновенную решимость. Она связалась с аббатом соседнего монастыря. Шок быстро распространился, но аббат был сожалеющим. Замешанные мужчины признали свою часть в обмане. В течение нескольких часов напряженных обсуждений Марта, аббат и доктор Ньютон выработали путь вперед. Несколько новичек, получивших уведомление о своей беременности, решили покинуть монастырь, решив воспитать своих детей в мире или с мужчинами. Другие стремились остаться, но осознали, что нарушили свой обет. Им нужно было пройти покаяние под руководством сострадательного, но твердого подхода Марты. Мужчины, в свою очередь, также столкнулись с последствиями в своем аббатстве, где аббат требовал ответственности. «Где совершено зло, должно быть искупление», — сказала им Марта. «Но также возможность все исправить. Милосердие лежит в сердце нашей веры». По мере того, как месяцы проходили, беременности продвигались. Доктор Ньютон заботился о каждой матери, обеспечивая их необходимой поддержкой. Некоторые новички тихо вышли замуж, устанавливая отношения с мужчинами для совместного воспитания своих детей. Другие навсегда остались по разные стороны, семьи, посвящая себя материнству или переосмыслению своего духовного пути. Монастырь, когда-то окутанный напряжением, постепенно нашел новое равновесие. Для тех, кто остался, Марта установила строгий пример. Скрытая дверь была запечатана, гобелен убран, секретный коридор запечатан. Она ввела более строгие правила, но также осознала необходимость более честного наставничества и открытого общения. Она поняла, что запертые двери и молчаливые правила могут порождать любопытство, которое вырывается наружу разрушительными способами. Возможно, монахини нуждались в реальных обсуждениях о человеческой связи, ответственности и искренности. Со временем слух о скандале затих. За стенами монастыря цветли слухи о чудесных беременностях. В конце концов, правда была более человечной, чем чудо. Новички и мужчины искали мимолетные романы под покровом ночи. Открытие скрытой камеры действительно шокировало, но также стало болезненным напоминанием о том, что ни один обет или стена не могут в полной мере подавить человеческую природу. Хотя это был болезненный эпизод, он завершился неожиданной благодатью. Матери нашли способы заботиться о своих детях. Некоторые новички покинули, чтобы создать семьи. Другие остались преданными, удваивая свое чувство цели в духовной жизни. Марта с тяжелым сердцем, но решимостью направила монастырь в новую эпоху. Она установила более мягкое наставничество для новичек, предлагая искренние разговоры о жизни, любви и настоящем обязательстве. Монастырь посвятил ресурсы, чтобы помочь детям, рожденным от этого тайного союза, гарантируя, что они вырастут с заботой и не в стыде. Сестра Элиза, размышляя о событиях года, доверилась Марте. По крайней мере, теперь мы видим, как они улыбаются, держат своих детей. Может быть, это было ошибочно, но любовь не всегда аккуратная, кивнула Марта. Нет, это так. Но мы будем держать веру, ибо вера испытывается в испытаниях,
и через честность мы находим путь к искуплению. Таким образом, хотя скрытая камера раскрыла скандал, она также вызвала некоторую трансформацию, необычайное слияние разочарования и надежды, создавая более скромный и прозрачный монастырь. Больше никаких секретов за древними каменными стенами, никаких иллюзий о невозможных чудесах. Просто люди, несовершенные и стремящиеся, соединенные обетом сострадания, который превосходит шок и путаницу жизни и смерти.